Табак. Сегодня это слово вызывает у каждого свои ассоциации, от ароматных листьев, сушащихся под солнцем, до сигар, которые стали частью культуры целых народов. Но мало кто знает, какую долгую, порой мистическую и удивительную дорогу прошло это растение, прежде чем появиться в том виде, в котором мы знаем его сегодня. И главное, что табак изначально был не привычкой, а священным листом, растением силы, которое древние народы использовали в своих ритуалах, обрядах и традициях. Представьте себе густые, теплые джунгли Центральной Америки тысячелетия назад. Ветер тихо трогает широкие зеленые листья, в ночи мерцает костер, а древний шаман поднимает к небу связку трав, листьев табака. Для него это не просто растение. Это мост между землей и духами, символ очищения, силы и защиты. Так начиналась история табака задолго до появления сигар, сигарет и современной индустрии. Тысячелетия назад табак был растением ритуала, медицины и духовных практик. Он служил проводником между человеком и невидимым миром. Ученые считают, что дикие виды табака появились в Америке более 8000 лет назад. И первые люди, которые начали применять его, были древние племена Центральной и Южной Америки. Для них табак был растением силы. Они верили, что дым от листьев очищает пространство, защищает от злых духов, снимает страхи и помогает шаманам входить в особое состояние сознания. В легендах майя говорилось, что листья табака были принесены людям священной птицей, чтобы защитить их от болезней и темных сущностей. У ацтеков табак был посвящен богу Тецкатлипоке, одному из самых могущественных духов их пантеона. Интересно, что в древности табак использовали совсем не так, как мы привыкли представлять. Его жевали, размалывали в порошок, добавляли в мази, смешивали с другими травами. Листья сжигали в ритуальных чашах, ароматный дым поднимался к небу как благовоние. Только спустя столетия появились первые трубки, похожие на современные. Археологи находят их возрастом 2500 лет. Табак применяли и в медицине, для снятия боли, заживления ран, уменьшения воспалений, облегчения дыхания и даже в качестве натурального антипаразитарного средства. Для племен это был универсальный лист, который защищал тело и дух. 1492 год стал переломным моментом в судьбе табака. Экспедиция Христофора Колумба, прибывшая к берегам Карибского моря, впервые увидела, как индейцы курят высушенные листья, свернув их в плотные трубочки. Эта традиция и стала прообразом будущих сигар. Моряки Колумба удивились, но им понравился ароматный дым. Так табак шагнул в Европу. После возвращения экспедиции растение стремительно распространилось по Испании, Португалии, Франции и Англии. Европейцы увидели в табаке не просто траву, а нечто необычное, с мощным ароматом, бодрящим эффектом и таинственной историей. Его стали выращивать в монастырских садах и даже в королевских оранжереях. Но путь был непростым. Многие правители пытались запретить табак, считая его дьявольским растением или опасной магией. Однако, как это часто бывает, запреты только разжигали интерес. Табак стал не только культурным явлением, но и сильнейшим товаром. Через несколько десятилетий началась настоящая табачная лихорадка. К XVII веку табак стал настолько ценным, что им платили за товары, выкупали долги и даже оплачивали корабли. Его называли коричневым золотом. На плантациях Вирджинии, Северной Каролины, Кубы и Доминиканы выращивали особые виды листа, которые потом отправляли в Европу и Азию. Именно на Карибах зародилась культура сигар с их плотным телом, ароматом и ремесленной традицией ручного скручивания. Сигара стала не просто свернутым листом, а символом особого уважения к растению. Но важно подчеркнуть, мы говорим не о курении, а о ремесле и культуре, которая возникла вокруг табачного листа. Со временем табак превратился в полноценный объект изучения. Современные ученые исследуют его в биотехнологиях, медицине, селекции и даже в парфюмерии. Например, сорт Nicotiana alata используется как декоративный цветок. Табачные листья и цветы давно вышли за рамки привычного использования. Существуют виды с приятным ароматом, которые выращивают только ради красоты.
Некоторые компоненты табака изучают как возможные лекарственные вещества. Но, пожалуй, самое интересное – легенды. В культурах американских племен табак был растением благодарности, защиты, очищения. У индейцев Северной Америки курительная трубка стала священным предметом, символом мира и соглашений. Ее использовали в важных разговорах, считая, что табачный дым помогает словам достичь духовного мира и становится частью договора. У майя табак был растением, объединяющим людей и богов. У карибских племен считалось, что табак способен исцелять душу и тело, если обращаться с ним уважительно. Сегодня табак – это часть истории. Растение, которое стало путешественником, странником, свидетелем культуры тысяч народов. Оно прошло путь от джунглей и шаманских ритуалов до ученых лабораторий. От священного листа до символа торговли и экономики. И каким бы противоречивым оно ни казалось сегодня, его история остается невероятной и богатой. Если вам понравилась эта история, поддержите канал «Лесное дело». Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео. Впереди еще много удивительных растений, легенд, тайн природы и красивых историй. Спасибо, что были со мной, и до встречи в новом выпуске.